для сильных духов. Ребята! Тротуар здесь, ну такое. Это какой-то ужас, мне даже страшно смотреть на них. Мехико, как и во всяком уважающем себя большом городе, по воскресеньям утром перекрывают некоторые центральные улицы для машин. Это называется Car Free Day. Улицу под названием Paseo de la Reforma каждое воскресенье с 10 утра до 2 часов дня перекрывают для автомобилей. По автомобильной полосе ездят велосипеды, ходят люди и катаются роллеры, в том числе я. Ну что, погнали! Просто как собак нерезанных. Очень много. А на втором месте бегуны. А роллеров, вы знаете, ну так. Сейчас я отправлюсь искать роллеров. Что? Я свернула со славных перекрытых улиц и еду по терке городского тротуара. Тротуар здесь, ну такое. Не, конечно, кататься-то можно, но по проезжке лучше. Ну, кажется, я уже почти приехала. Я приехала в парк имени Александра Пушкина. Здесь проходят занятия школы Хиро Патина. Я нашла этих ребят в Фейсбуке, и они обещали показать мне город. Со мной сегодня катают инструктора школы и их ученики. Hola, yo soy Monse, soy del Team Rollerblade México. Alfredo y yo, el otro coach, somos los fundadores de la escuela. Nosotros nos especializamos en slalom y en freeskate. Подарили футболку школы Хиро Патинара. Теперь у меня новая роллерская майка. У-ху! Ребята! И мы едем катать. Не так-то просто залосить. Город находится в нескольких километрах над уровнем моря, и поэтому здесь можно словить горняшку небольшую. Es mortal. Sí. Sientes que te falta el aire, ¿no? Едем по велосипедной дорожке. Они здесь нормальные, с отбойничками, смотрите. Вот здесь хорошо катать. Еще одна опция, помимо велодорожек, это выделенка для метробусов. Потому что с нее, в принципе, особо не сгоняют. И водители автобусов уже привыкли к роллерам. ¿Ustedes fuimos a Rusia? Mi esposa y yo. ¿A qué ciudad fueron? San Petersburgo. O sea, salimos a ver si hace mucho frío. Mucho frío. ¿Qué mes de año? ¿Octubre? Oh, Octubre, octubre noviembre. hace frío, poquito. Mucho. Mucho. Poquito. Mucho. Бедные мексиканские роллеры замерзли в октябре. Хорошо, что они зимой не приехали.
Да, мы вернулись на перекрытую улицу. И здесь все те же велосипедисты и роллеры. Hola. Уля! Катаются чуваки по улице и встретили свою ученицу. Lately I had no regrets of leaving till you spoke the words exactly like I needed. And I went down again, down roads that seem familiar. I saw signs again, dark signs that warned of killers, killers on the street. Take me down with the rain down again. Ну вот, поднялись в горку, и мне снова писец. Блин. Город Мехико для сильных духов, катальщиков, катунов, катанцев. Сейчас мы находимся в парке под названием Чапультепек, одно из самых известных и красивых мест города Мехико. Это огромная лесопарковая зона, в которой находится масса интересных мест, развлечений, а также знаменитый музей антропологии Мехико, в который я, к сожалению, не попала, потому что я слишком много катаюсь, и у меня нет времени на музей. До прихода испанцев на месте современного Мехико был город Теночтитлан. Здесь жило сразу несколько племен, одно из которых называлось Мexchica, и оно дало современное название столице. Индейская культура в Мексике до сих пор очень сильна, меня это просто поразило. На центральной площади города можно найти руины языческого храма Бога Огня, а буквально в 100 метрах от главного католического собора страны точно такие же индейцы проводят шаманские обряды для всех желающих за 30 песо. Мексиканцы преспокойно поклоняются и старым богам, и новым. Прям как в «Игре престолов». А меня от одних индейцев привели к другим. Посадили меня возле этого столба и говорят: смотри. И я сижу, смотрю, как какие-то люди обвязались веревкой и лезут на высоченный столб, который шатается. Я не понимаю, что происходит. Зачем они лезут на эту штуку и с веревками? Там какой-то ромбик наверху, и они на нем кружатся. Это выглядит очень страшно, потому что столб раскачивается. Это какой-то ужас, мне даже страшно смотреть на них, не то что, как они это делают вообще. Это каброн. Каброн. Восьмая женщина! Это полное безумие, блин! Все, мне наконец объяснили. Это ритуальный танец под названием воладор, то есть летун. Индейцы штата Веракрус таким образом раньше вызывали дождь, и их кружение вниз головой символизирует падение дождя на землю. Понятное дело, что в наши дни они уже не вызывают никакой дождь, а просто делают это ради шоу и делают не только в своем штате, а по всей Мексике. Я в восторге вообще. Это просто супер. Какой-то изящный воздушный танец. Они еще и вниз головой играют на флейте. Просто офигеть. Знаете, я бы хотела до такой степени не бояться высоты, чтобы вот так, как они делают.
Просто охренительно. ¿Tú te llamas Rafael? Rafael Hernández, ¿Cuántos años tienes? 26 años. Y tú patines downhill. Sí, inline downhill. ¿Hay cuántos años que patinas? Patino desde hace 16 años, pero la disciplina de downhill patino desde hace 5 años. 3 profesionalmente. ¿Y por qué decidió escoger downhill? Por la adrenalina que se siente al patinar, bueno, y pues obviamente la velocidad que tienes en el downhill es muy emocionante. Y ahorita tú estás en campeón Sí, nacional? fui hace 2 años campeón nacional Ага. y pues ahorita vamos a por más, por el título. Ah, sí. Но помимо титула, Рафа еще и инструктор школы Керо Патинар. И мне есть чему у него поучиться. Сейчас для меня будет очень стыдно, но я до сих пор не умею прыгать трёху. Сегодня сделать треху чисто у меня так и не получилось, но мы классно провели время в скейт-парке. Это был мой первый раз в скейт-парке на Аграх. Я обнаружила, что абсолютно ничего не умею, но в Мехико мои приключения только начались, и я надеюсь, что за ближайшие 3 месяца я смогу многому научиться. Вот таким был мой роллер-трип в Мехико. Этим городом я открыла свое путешествие. А прямо сейчас я открываю роллер-сезон в Москве, уже в России. Смотрите канал Roller Trip, подписывайтесь, ставьте колокольчик и, конечно же, напишите мне в комментариях, что вы обо всем этом вообще думаете. Ну и еще мне будет интересно знать, где вы сами хотели бы катнуть. Это был Roller Trip, пока. Tropa. ¿Cómo era? ¿Tropa? ¿Ropa? ¿Dropa? Ahorita llevo Roller Roder. cámara. Bye.